Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и новыми встречами со Снежаной Егоровой. Она на связи. Снежана, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Снежана, ну что, разворачивается прям страстная эпопея. То, что выглядело вначале как троллинг, приобретает очень явственные и понятные черты. Путин зовет Зеленского в Москву. Поговорить, говорит Песков. Ну, поговорить. И вот тут возникает очень интересная диспозиция. Трамп в курсе, и чуть ли он не может тоже присутствовать на этой встрече. Пауза от Трампа после коалиции желающих и никаких гарантий безопасности для Украины, четко обозначенных от США, и никаких четко обозначенных санкций против России, как бы подтверждают вот это все, мягко говоря, неловкое положение для Зеленского. Зеленский всегда хотел покорить Москву. Ну так пускай поедет и покорит. Почему нет? Ну, во-первых, потому что Владимир Александрович Зеленский, как вы помните, был премьером. Не премьер-министром, а премьером. Есть такое понятие в, скажем так, шоу-бизнесе, в театральной среде. Премьер. То есть это тот, кто играет главную роль. У кого происходит бенефис, кто находится все время в центре внимания и вокруг кого разворачиваются все события. То есть он привык быть главным, первой скрипкой в своем маленьком оркестрике, мягко скажем, в своей стае, понимаете? То есть он привык, что все пасы, как говорится, на него, и все создают условия для того, чтобы он устроил гол. То есть я уже столько аналогий привела, что всем станет понятно, о чем идет речь. И, соответственно, он прекрасно понимает, что между Сциллой и Харибдой, между Россией и Америкой, между Трампом и Путиным, которые сами по себе являются политическими тяжеловесами, естественно, он потеряется. Его просто, как говорится, затрут и возьмут в коробочку. Да? То есть его просто с двух сторон, с двух флангов его просто разотрут в порошок. Ну и самое главное, Александр, мы же не будем поддаваться вот этим всем детским, скажем так, игрищам, которые, кстати, как ни странно, практикуют и в Москве в том числе, и в российском информационном поле, потому что Песков, который говорит: приезжайте поговорить, Владимир Александрович, он кривит душой, потому что сам Путин лично на пресс-конференции вот в Китае в очередной раз говорит, что он не собирается просто так говорить, что встреча может быть, и она предполагает финализирование каких-то предварительных договоренностей. То есть он готов встретиться с Зеленским для того, чтобы что-то подписать, о чем-то договориться, о чем-то о том, что предварительно проговорено уже многократно, и то, что, ну, грубо говоря, люди приняли как обязательство на себя. Точно так же, как он это сделал, предположим, на той встрече в Анкоридже, на Аляске. Мы уже знаем прекрасно, и все политологи, и люди, которые причастны к этому, нам рассказали, что прежде чем полететь на Аляску и совершить вот этот вот шаг, были предварительные вот эти перелеты Уиткофа. Он как челночник, понимаете, летал постоянно в Москву, встречался там с какими-то людьми. То есть они уже разработали определенный какой-то план действий. И, в принципе, встреча лидеров, и, собственно, Путин на этом всегда настаивает. Это его стиль. То есть за 25 лет его правления люди уже приблизительно могли понять, во-первых, его психотип, во-вторых, его стиль там повествования, да, его какой-то жизненный принцип, который он исповедует. И, естественно, как руководителя страны, все прекрасно понимают его стиль правления. Поэтому Зеленский, естественно, тоже это понимает. Он, конечно, полон пороков, и у него очень много недостатков. Скорее всего, это один сплошной недостаток. Но, с другой стороны, он не полный и не клинический идиот, и свои интересы он знает, как отстаивать. Поэтому, понимая, что эта встреча принесет ему
риски репутационные, потери репутационные и дискредитацию в информационном поле, то есть он после этой встречи перестанет быть вот этим дерзким Робин Гудом, вот этим героем, антигероем, который идет против систем, вот этим, значит, маленьким Давидом, который вступил в схватку с страшным и огромным Голиафом. И, естественно, он будет этой встречи избегать максимально. Ну а Трампу, естественно, что терять? Он с удовольствием, он давно не был в Москве, ему рассказывал и Скотт Риттер, и очень многие, и там тот же Такер Карлсон, что Москва – прекрасный город, современные технологии, чисто, весело, радостно, вкусно. Трамп, я думаю, с удовольствием прилетел бы в Москву, и он думает, что типа «Эй, ребята, давайте встретимся». В конце концов, будет прекрасный повод походить по музеям и приобщиться к великой русской культуре. Нет, То есть у погодите, всех... если Трамп скажет: Володя, едь, ну а куда деваться тогда Зеленскому? Конечно, поедет. В смысле нет? Нет, Александр, вы ошибаетесь. В том-то все и дело. В этом и весь затык. Это пятое колесо в телеге. Это маленький, но, скажем так, очень важный элемент в этих часах. Помните, был такой наш советский мультик про музыкальную шкатулку? И там был такой герой, значит, который во сне у мальчика, значит, такой шут, да, гороховый. Он, в принципе, и был с вот этими бубенчиками, да, такой Джокер. Еще в советских мультфильмах это было. Который мне говорил, который нам кричал в песне, что «а я, там, типа, ненужная деталь». Это ненужная деталь, маленький, понимаете, какой-то такой крючок, который может сломать весь механизм. Слушайте, вот Зеленский... росли мы росли, думали, что шут гороховый, а выросли, оказалось Джокер, понимаете? Ну, вы понимаете, вообще горошина, вообще горох в эпических сказаниях очень серьезное место занимают. Помните, принцесса на горошине тоже, она никак не могла спать, потому что там маленькая горошина лежала под огромным количеством перин. Вот это маленький горох, понимаете, который шут гороховый, там, коты горошко, я не знаю, как угодно. Ну, то есть он, в принципе, прекрасно понимает, он уже за эти годы, он понял свое положение. Он занял место в своей вот этой вот игре. То есть ему дали эту роль Джокера в этой большой колоде. В этой колоде есть короли, королевы, там какие-то рыцари, значит, и прочие пешки и разные другие фигуры. Но есть Джокер, который делает игру. В конечном итоге он понял, что его преимущество отказываться. То есть ему предлагают, а он отказывается. Ему предлагают, а он отказывается. Ему предлагают, а он отказывается. И чем больше он отказывается, тем больше растет его эго, тем повышается больше его статус в мире, и тем больше люди думают: так подождите секундочку, никакой Путин, никакой Трамп, никакой Макрон и прочие, даже целая коалиция желающих получить по голове не может ничего сделать с одним маленьким Владимиром Александровичем Зеленским. Так кто у нас царь усих стран? Так ось у нас царь усих стран. Он прекрасно понимает, что он делает. Это вот такая игра на повышении ставок в мировом казино, когда говорят, что люди, которые никогда не играли, не являются профессионалами, впервые приходят в мировое казино, им всегда везет. Вот он испытывает свое везение, свою удачу. Он ее крепенько держит за хвост, уже приковал ее, понимаете, наручниками к себе. И, собственно, все, что он делает, это не дать ситуации сдвинуться с места. Поэтому он удерживает эту ситуацию любыми способами. Он вцепился, как вошь в кожух, понимаете, в это кресло и в это положение. И он, понимаете, его оттуда не выковыришь никакими вообще ковришками. Потому что он понимает, что это его запорука його успіху, запорука його безпеки і запорука його фінансового, скажімо так, благополуччя.
Поэтому, в принципе, все ясно. Все ясно Смотрите, и понятно, как божий день. тут такой момент. Мы наблюдали вчера коалицию желающих. Ну, во-первых, все достаточно быстро. Кто-то скажет, ну, по-деловому, да, что-то вот по-деловому. По итогам на выходе потом Макрона и Зеленского после собрания мало что было понятно. В общем, членство в Европейском Союзе – это как бы одна из гарантий, обязательная, да, вот для Украины. Ну так Путин, я не знаю, Путин, Янукович, Фицо, в общем, за эти последние дни мы слышали эти заявления, что да, пожалуйста, хотите в Европу, в ЕС, вот вам дорога, вперед. Но все же прекрасно понимают, Украина не соответствует, она в мирное время слабо соответствовала всем стандартам ЕС, а сейчас и подавно. Причем таким экономическим, прагматическим, бюрократическим. Вот эти все там кластеры, которые там они открывают, это Свириденко, которая там, ну сейчас Свириденко, раньше Шмыгаль, в общем. То есть не вставляется вот это колесо, так сказать, вот, в эту машину Европы. Но ладно. У нас функция стальной дикобраз. Стальной дикобраз, все, то есть мы должны быть, нам все должны помогать. Из конкретики, то вот эти гарантии безопасности тоже какие-то страны хотят, какие-то не хотят отправлять контингенты. Кто-то хочет скинуться деньгами, никого не посылать, но участвуют в коалиции желающих. Однако, по сути, мы не видим абсолютно ничего нового. Ничего по итогам вчерашней коалиции желающих. Из крупиц то, что можно проанализировать, это только то, что гарантии безопасности будут парламенты стран ратифицировать. Одни говорят, вот, это же сила, это же потужно. А другие говорят, ребята, вот вы представьте, парламент любой страны Евросоюза, конкретно парламент, конкретные депутаты, там в каждой стране никто, простите, так не будет залихватски принимать законы, как в Украине. Подмахнули, ой, люди вышли с картонками, раз отменили. Не-не-не, там будут вчитываться в эти гарантии безопасности и представлять своих военных там, или на территории Украины, или каким-то образом, это вовлечение в войну. То есть это проигрыш, а не победа, но нам выдают за победу. Чего ждать от Европы? Как вы видите ситуацию на фоне, такой пустопорожней, по большому счету, вчерашней встречи? Вы помните, Александр, было такое прекрасное высказывание «Все буде Украина». Вот чего ждать от Европы. Она, собственно, пойдет по тому же пути репрессий по отношению к своим гражданам. То есть они увидели, как работают эти технологии, как можно в совмещении информационного мусора, который вываливается тоннами в голову людям, обмана, то есть людей просто забрасывают огромным количеством совершенно разночтивой, разноречивой, противоречащей себе, контроверсионной информации, что человек в какой-то момент пытается еще какое-то время ориентироваться, пытается разобраться, а потом он говорит, да ну вас к черту вообще, я уже устал, и просто выключает телевизор, соцсети, перестает за этим следить. Это им и нужно, чтобы люди перестали контролировать власть и сказали, делайте, что хотите. Либо людей сводят с ума и рассказывают, что вы тут особо не разбираетесь, мы знаем, что мы делаем. Мы тут такой у нас план, многоходовочка. Сейчас мы затянем поясочки на горле, а потом зато мы как придем, да как разобьем этих русских, да как получим с них репарации и деньги, и каждому по миллиону выдадим. Вот только потерпите, скоро-скоро, вот сейчас. Они же украинцев ввели все эти годы вот этими всеми лозунгами, що до границь 91-го року будемо воювати з цими московитами, будемо, значить, цих москалів, поїдемо по Красній площі на наших танках. То есть люди же в Украине продемонстрировали, что они способны свою собственную жизнь отставить в сторону и верить вообще в какие-то иллюзии, и фантазии, и фантомы, и прочие какие-то посулы. То есть они отработали технологию уже окончательно и бесповоротно. Как заставить осла бесконечно
тащить на себе арбу обязательств, потому что у него сияет вдалеке какая-то призрачная прекрасная морковка. То есть они будут все то же самое делать со своими народами, и они уже это делают. То есть господин Макрон, у него, видно, воздушно-капельным путем, и не только, передается, значит, вот эти все диагнозы, которыми болеет Владимир Александрович Зеленский. Он первый, значит, начал свои народы, свой народ французский загонять в стойло. Мы знаем прекрасно, что он уже начал в информационном поле запугивать людей, рассказывать, что вот, значит, мы должны мобилизовать всех медиков, потому что скоро будет война, и как минимум 50 тысяч раненых, значит, и истекающих кровью попадут в эти больницы, а вы не готовы, поэтому давайте мы уже не будем думать о школах, садиках, образовании, инфраструктуре и прочих ненужных нам вещах, как-нибудь вот так проживем, а будем думать о войне. То есть они это будут делать, основные игроки европейские, Германия под руководством Мерца, который, как вы помните, раньше работал в BlackRock и, собственно, является агентом влияния этой транснациональной корпорации. Франция под руководством Макрона, который, как вы помните, работал на Ротшильдов и является агентом влияния этой транснациональной корпорации. И ему подобные, которые, собственно, являются заговорщиками, точнее, представителями заговора по отношению к европейским народам. Урсула фон дер Ляйен, на которую такое количество компромата после определенных последних событий есть, что она будет делать все, что ей скажет. То есть они будут загонять людей. Ну и, естественно, наши украинчики, агенты влияния, которые по первому зову бегут, заворачиваются у прапоры, значит, лазят по площадям, лежат там, свистят, скачут. Они тоже будут создавать вот этот вот, скажем так, бурю в стакане. И они постоянно будут терроризировать общество. Соответственно, вот эта вся миграционная политика 20-летняя, она тоже даст свои ростки. То есть они будут на все радикально настроенные, недовольные слои населения давить, чтобы постоянно были беспорядки, и будут это выдавать за какие-то естественные хаотические процессы, которые необходимо утихомирить. И война, конечно же, понятное дело, она расставит все по местам, потому что нужно создать новый мировой порядок. Потому что вот видите, уже старый – это уже не порядок, а уже такой непорядочек, даже, можно сказать, беспорядки. Поэтому нужно все поменять, финансовую систему поменять, политическую систему поменять, законы поменять, все на свете поменять. Но, как вы знаете, Александр, как говорится, когда назревает большая стройка, мы с вами свидетели большой стройки в Украине, тогда у кое-кого, кто финансирует или причастен к бюджетам, назревает перспектива получения больших барышей. Потому что в мутной воде можно ловить самую, что ни на есть, жирную рыбу. Под прикрытием всех этих беспорядков можно грабить, отжимать, отбирать, менять там все остальное. И я думаю, что они к этому готовы. То есть они уже привыкли за эти годы, вот эта вся группа бездельников и преступников, вот эта вся коалиция желающих получить по голове, они привыкли пилить бюджеты, прокручивать эти бабки. И, конечно, у них есть масса вариантов. Либо они сейчас раскачают лодку и начнут, значит, там свои народы загонять в стойло, либо они протянут еще пару-тройку лет, как говорится, на вот этих всех лозунгах и на вот этих всех сомнительных историях, которые они предлагают своим людям. А там, глядишь, может быть, и демократики опять вернутся. Это же все демократическая, вот эта левацкая повестка. Они же уже вот этот раскочегарили механизм, они его и создали, вот эту вот машинку по промыву денег и ограблению своих собственных налогоплательщиков.
То есть под предлогом войны в Украине грабили налогоплательщиков Америки, грабили налогоплательщиков Германии, грабили налогоплательщиков Франции, накладывали на них дополнительные обязательства. Они вынуждены были оплачивать эту войну, потом беженцев, потом еще что-то оплачивать, теперь оружие, военно-промышленный комплекс. То есть людей будут водить за нос, и это рано или поздно, конечно же, приведет к распаду Европейского Союза. Как это привело к распаду Советского Союза, когда элиты оторвались от народа и перестали действовать в интересах народа, а стали действовать в своих собственных интересах определенной вот этой властной касты, которая хотела золота, бриллиантов, мехов, яхт, понимаете, каких-то поездок на Лазурный берег и прочее. И это приведет к такому же результату Европейский Союз. Он уже трещит по швам, уже все это видят. Тот же Орбан, тот же Фицо. И я думаю, что к ним так или иначе будут присоединяться вот эти маленькие страны, которые считались раньше лимитрофами, то есть теми, кто находится между большими системами, и они как бы их стабилизируют. Они всегда примыкают к сильному. И сейчас они поняли быстрее всех, потому что у них нюх на вот этот вот ветерок, понимаете? Они Так а понимают, кто что сильный? Россия, Ну, то есть, Россия, понимаете, Китай, глобальный юг, Саша. тут же понимаете, в чем дело? Тут вот опять-таки, да, Зеленский на коалиции желающих, он, ну, эти протокольные кадры, да, он всех обнял, всех там на ручки каждому попросился. То есть вот так вот, с такой надеждой, с какой-то, да. То есть понимаете, в чем дело? Тут же такой тоже момент очень специфический. Трамп при всех его, ну, странностях, ну, и в силу возраста, в силу специфики, в силу там человека, ну такой он, Трамп. Он же взял этих всех желающих вот так вот, как котят, мордочкой и ткнул в черную жижу. Нефть называется. Ну, и не только нефть, еще и газ. В общем, российские. И тут возникает очень интересный момент. Вот вы так Фица и Орбана вспомнили. Там же, не знаю, встреча же. То есть они же должны о чем-то поговорить. Сегодня? Фицо и Зеленский. А это, Сегодня, 5 числа, да? да, это исключительно очень важный разговор, потому что Фицо, как бы при всех там, да, Словакия, там маленькая страна, Фицо, в него стреляли. То есть это нельзя сбрасывать со счетов. Конечно. Это очень влияет на как бы внутренний стержень политика. То есть в Трампа стреляли, в Фицо стреляли, понимаете? То есть и он должен что-то привезти из Китая, какой-то посыл. Но они же опять оскандалились. Ну вот с этой Словакией и Венгрией. Значит, Трамп говорит: европейцы, ну раз вы такие, ну вот, так не покупайте энергоносители у России. Ну, берите, не покупайте. Ни газ, ни... И тут выходят они с Макроном на пресс-конференцию, да, вот эту, и говорят: вот, Трамп недоволен Венгрией и Словакией. То есть не Францией, которая, простите, да, то как не в себя поглощает эти энергоресурсы и накапливает их, и, в общем, тянет, а Венгрией маленькой и маленькой Словакией. То есть опять перед вот этой встречей с Фицо, ну, опять вот эта шпилька. И Зеленский же четко говорит: вот мы бьем по нефтепроводу, это наши санкции. Наши санкции. Это вот то, что мы можем. По НПЗ, по нефтепроводу. Трамп, видимо, все это понимает. Поэтому он как бы уже даже с Зеленским, ну, не с Зеленским ведет эту беседу, а вот именно с европейскими лидерами, или как там, элитой, то, которую вы описывали сейчас. Возникает вопрос. Фицо, когда говорит, что в изоляции сейчас Европа, то есть не Россия, там, Китай, Индия, вот это, а Европа. Нас, получается, Снежана, вот если так послушать даже Путина, там, да, вот, нас, получается, засовывают этого, короче, железного дикобраза, разворачивают жопкой вот в ту сторону западную, и вот так вот пытаются, как железный ёршик, вот это раз туда и засунуть в рамках, ну вот, скажем так, гарантии безопасности. Как бы получится, как вам кажется?
Смотрите, Саша, знаете, в чем наше преимущество? Мы тоже украинцы. Мы тоже граждане этой страны. И всю осознанную свою жизнь мы тоже там прожили. Поэтому у нас всегда будет работа, потому что говорить нам с вами про это не переговорить. Нам придется еще очень долго наблюдать за этим и давать свои, скажем так, профессиональные комментарии и ставить диагнозы. Понимаете, все буде Украина, это во всех отношениях так. Потому что когда Франция и Германия выходят и показывают на Словакию и Венгрию, что це вони, жалко, что они по-французски и по-немецки говорят, или по-английски, язык межнационального их общения. А так бы, в принципе, по-українськи, они бы казали, це вони. Хто всравсь? Невістка. Так її ж дома нема, а воно висять її, значить, там, белье, як то кажуть. Ну, то есть они привыкли так действовать. Они очень хорошо с Украиной находят общий язык, потому что политика двойных стандартов, ложь, лицемерие и вот это стремление не быть, а казаться. Казаться, а не быть. То есть они кажутся вот такими воспитанными, благородными. На них дорогие костюмы, дорогие часы. Они пахнут дорогими парфумами, у них хорошая прическа. Они выходят из дорогих автомобилей. И кажется, что они и есть те богатые, успешные, прекрасные. И они рассказывают, да, если вы хотите быть такими, как мы, делайте то, что мы вам говорим. Это на самом деле вот представители инфо-цыганства. Это они придумали, это они создали вот эти искусственные иллюзии богатства и благополучия, процветания. Это они, в принципе, всю свою экономическую жизнь и весь свой экономический успех последних 30 лет построили на дешевых энергоресурсах российских, на трубном этом газе, который под трубопроводом регулярно к ним туда поступал, и они развивали свою промышленность, они строили дорогие автомобили, которые потом продавали, они создавали добавленную стоимость и на этом зарабатывали, и они же при этом срали на голову России, бросали им в лицо оскорбления, издевались и всяческие разные саркастические скажем так, комментарии в их сторону отправляли. Типа из серии «Страна бензоколонка», «Отсталая страна», «Постсоветский совок» и прочее и тому подобное. Ну вот, собственно, русские им показали, хорошо, если мы бензоколонка, мы отсталые, мы не Европа, и вообще мы ничего не понимаем, мы не такие, как вы, прекрасные, то, пожалуйста, давайте отключим вас от нашего дешевого, вонючего российского газа. Но все, вот мы увидели истинное положение вещей, на чем строилось их благополучие, на разграблении соцлагеря, на том, что они умудрились пролезть внутрь системы, они умудрились подкупить там верхушку, они разрушили вот этот вот союз, и они по одному пожирали республики. Ну, И вы они знаете, по-прежнему... тут даже я бы еще дальше пошел. Вот эта дискуссия Илона Маска и Павла Дурова, она нам вообще как бы немножко приоткрывает завесу. Я почему делаю из этого какую-то там удивляюсь, сенсацию? Потому что, смотрите, это вот сейчас же 25-й год. Это вот 21 век. Это люди, которые, ну вот они впереди. Это вот так получилось. Да, впереди. Телеграм, общение, коммуникация. Да, вот Илон Маск со своей Теслой, со своими там космическими программами. Это вот на переднем крае развития цивилизации фигуры. Фигуры. И о чем они рассуждают? Откуда появилось слово «раб» в языке? Да? И вот тут Дуров выкатывает, что раб, там, французский, в общем, славянин. Раб, Слейв, да. славянин. И все четко понимают, что вот Дуров, ну как, вот тут так и пишет, что, смотрите, все мировые войны начинались с того, что Запад пытался идти туда в сторону славян. Причем разных, там, сербов, там, это, в общем, неважно. То есть в сторону славян. Германия, Гитлер первым делом на Польшу напал. То есть, ну вот, все четко видят это.
И это, Дранкнахостен это называется. Дранкнахостен. На восток. Запад идет на восток. Да. и получается, что это, ну, в чем это откровение? Это может быть там для многих не откровение, но откровение в том, что об этом говорят вот эти люди публично в соцсетях. И это означает, что мир уже меняется. Потому что даже вот мы, вот гляди, мы сейчас пытаемся анализировать чего-то, где-то, все говорят, новые политики, мол, ну как, фуфло, они все такие инфантильные, вырождение элит. Не совсем, колесо меняется, ну вот оно прокручивается. И то есть в любом случае остается надежда на умных и грамотных и плюс-минус трезвомыслящих и объективно профессиональных людей. Пускай там в своих сферах, но которые как бы будут вести народы, людей. Поэтому не все потеряно получается. Просто нужно пережить вот этот момент. Но это просто поколение два. Люди просто проживут свою жизнь вот так и ну, не дождутся вот этого светлого будущего. Ну как, светлое будущее прекрасно тем, что оно светлое, и оно будущее. Просто не все в него попадут, и не все до него дойдут. Но верить в свет в конце тоннеля – это вообще свойственно человеческой природе. На этом и построены все философские трактаты. Люди писали целые книги, и не одни книги, целые библиотеки создавали, потому что они пытались охватить своим умом, описать и объяснить эти алгоритмы и эти все системы. Но наши предки, вот наши бабушки, дедушки, Саша, а вот они как прожили свою жизнь? Как они ее прожили? Давайте просто вспомним, кто сказал нам, что мы должны почивать на их лаврах, что они нам все они построили заводы, пароходы, государства, эти самые ракеты на подводных крыльях колесили, как говорится, водную гладь Днепра, где эти ракеты, были морские пути открыты, были дороги, была медицина, было образование. Мы все это получали, и мы думали, что оно само по себе вот так вот случилось. Оно само по себе вот так взяло, построилось, оно само по себе вот так вот традиционно как-то так сложилось. А сейчас, когда мы видим, когда разрушают нашу память, переписывают историю, меняют названия улиц, отбирают у детей детство, уже нету ни бесплатных садиков, ни бесплатных школ, ни бесплатного образования, ни бесплатной медицины, когда все присваивается, когда что-то то, что было когда-то общим, становится чем-то частным, и ты уже должен туда, где ты раньше бесплатно ходил, в очереди, правда, сидел, был недоволен медицинским обслуживанием, потому что тебя не встречали как короля, то сейчас, если ты хочешь как король, запишись за месяц вперед, еще заплати все деньги мира, чтобы тебя послушали и сказали, ну да, ничего страшного, вот вам одна таблетка, одна от головы, вторая от задницы, выпейте, и будет вам счастье. То есть люди не должны быть уверены в том, что завтра наступит. Для них, в частности. Мы все живем и не знаем, под каким, как говорится, солнцем мы ходим. И где, за каким поворотом людям на голову кирпич упадет. Господин Порубий, который думал, что он сделал все, что мог для себя и своей семьи, но при этом он разрушил чужие семьи, жизни, участвовал в убийстве людей на Майдане. Он тоже шел в шортиках и в черных очочках, модный весь такой, по своему родному городу, глубоко будучи убежденным, что у него есть планы, и он их строил. Но неожиданно судьба человека, другого, которого, собственно, задели все эти прекрасные нововведения, країна мрій, одна мова, один шлях, віра, мова, армія і все таке, Майдан, за що він там стояв. Вот эти все события, которые продвигал и в которых участвовал
Порубий и группа товарищей, они повлияли на миллионы людей, на их маленькие судьбы. Вот это судьба человека, который в связи с этим потерял связь с собственным сыном, у которых были разрушены, скажем так, семейные отношения из-за идеологических, политических вот этих всех дрязг. Потерял сына не просто с точки зрения связи с ним, духовной, да, ну то есть когда уже ребенок не уважает собственного отца, его мнение, не прислушивается к нему, а слушает телевизор, слушает Парубія, Порошенка, Юльку Тимошенко и всех інших, які, значит, льют вот это сало за воротник этой молодежи, детям этим несчастным. И он идет как идейный и погибает где-то, но при этом это государство, так называемое, этот концлагерь, даже не может обеспечить доставку тела этого ребенка отцу, чтобы он мог похоронить. И вот в отчаянии этот человек, который, казалось бы, никогда в жизни у него, если была другая ситуация, этой мысли даже не возникло. Ну, смотрите, Но тут он... очень важно. Смотрите, мы, во-первых, никого не оправдываем, это важно, сейчас сказать, это раз. Во-вторых, ну, он на этом фоне сошел с ума, на фоне личной трагедии. Он безумен, он обезумел. И сработало как, ну, накопительный эффект однозначно, потому что там одни говорят, вот он не общался с семьей, другие говорят, да нет, вот смотрите, вот там есть фотографии в разные годы, все равно как-то общался с этим. В общем, это как бы нас погружают, нас то пытались засунуть сюда русский след, ну а кто? Русские. То вот пытаются сейчас вот это вот такая большая стирка, вот это, ну, с Андреем Малаховым, то есть, да, кто кого, или там вот это тоже из России приехал ведущий Суханов, там тоже вот такое, да, вот они сейчас, вот это, а вот тут, а вот так, и так интересно всем сидят, вот это, как бы, домохозяйки вот это обсасывают. Вопрос в другом, смысл, это политическое убийство. Вот. Конечно. Так или не так, личная драма, это все дополняющее, это убийство политическое, которое Саша, произошло в я сакцентирую ваше внимание. Это протест маленького человека против безумной системы. Потому что если на вершине горы оказываются преступники, воры, алчные, которые во время войны грабят свою армию, миллионы и миллиарды кладут себе в карманы, выводят в офшоры, при этом сидят в телевизоре и заставляют людей маленьких свои жизни разрушать и последние деньги собирать на дроны, броники и какие-то автомобили, это само по себе безумие. Потому что эта война у каждого проходит, как говорится, на разных уровнях. Кто-то на этой войне зарабатывает, а кто-то все теряет. Поэтому маленький человек, он не сошел с ума. У него просто появилась другая логика. Логика войны. Когда он понимает, что тот, у кого оружие, тот, за кем сила, потому что мы видим по телевизору 24 часа в сутки, что жирные свиньи из ТЦК, потому что они надели на себя форму униформу, они могут, форму. Да, Это важно. они могут военную. кошмарить, уничтожать, они могут загонять, убивать, и им за это ничего не бывает. То есть они людей забивают насмерть, они выбрасывают их с 3-го этажа или доводят до суицида, или вот сейчас стреляют в спину пацану 23-летнему, потому что у них есть оружие, и они бьют сразу на поражение. И им за это ничего не бывает. Поэтому мужчина, он не сошел с ума. Он стал действовать в этой логике безумной системы, которая охренела до такой степени, что она убивает свой собственный народ. Потому что это государство-мутант. Мутант, вот этот вот железный дикобраз, о котором говорит эта ведьма Урсула, это и есть государство-мутант, который пожирает собственных людей. Детей ведут в 1 класс, Саша, и у них первая буква А – это Азов. А 1 класс Б – це Байрактар. Это что, не убийство? Это не убийство гуманизма, это не убийство детской мечты в светлое будущее. И вообще светлого настоящего у детей нет, потому что дети с родителями уже пару раз где-нибудь в подвалах сидели, прятались в метро и слышали, как летят какие-то
ракеты жужжат по небу и взрываются какие-то объекты в твоем городе. Это уже сумасшествие. Поэтому, в принципе, удивляться нечему. Ну, И, в принципе, Зеленский, ему плевать на это все. Потому что если бы ему было не плевать, он бы прислушался к тому же Лукашенко, который на его родном русском языке ему говорил в самом начале: Володя, война идет в твоей стране, на твоей земле. Ты первый, кто должен бежать и искать способы остановить войну, а потом уже о чем-то договариваться. А ты бежишь прямо в противоположную сторону и просишь оружие, чтобы войны было все больше и больше. Поэтому, Александр, вот все то, что мы с вами обсуждаем, мы можем обсуждать еще долгие годы, до того момента, пока это все не остановится, пока люди не поймут, что войну нужно останавливать любыми способами, а дальше договариваться о чем угодно. Но тут тоже что угодно тоже не подходит, потому что, как вы понимаете, Евросоюз, он не хочет брать Украину на поручки для того, чтобы строить здесь школы, дома, там, больницы и дороги. Им интересна Украина только лишь как самоубийца. То есть они готовы только лишь на почве, под предлогом того, что мы пытаемся спасти самоубийцу, только дайте нам еще пару миллионов, еще пару миллионов. Мы же, конечно же, собираем эти деньги для того, чтобы спасти самоубийцу. Но на самом деле, под предлогом того, что якобы они там несут демократию какую-то мнимую в Украину, они занимаются грабежом. Поэтому тут у всех свои интересы. Понимаете? Снежана, сегодня Майдан собирают вечером. Представляете? И такие Да очень интересные слоганы, типа «Картонки маем, що робити знаем». В чем суть? Значит, вообще сейчас, конечно, ужасающие. Их можно разбирать отдельно, но я просто не вижу смысла, потому что, в общем, система закручивает гайки и, иногда резьбу очень сильно, надкалывают. Значит, то предлагают за то, что пересекаешь границу, уголовка, да, то предлагают, если бежишь в сторону Беларуси, в сторону России ты не побежишь, потому что, война, там нет пограничных столбиков и так далее, то есть все понимают, о чем речь. В общем, если в Россию или в Беларусь убежал, срок тебе тюремный. И это, кажется, вот сейчас, на самом деле приобретает какие-то, в общем, зловещие формы. Носились же с этими СЗЧшниками, да, вот просто там вернулся с СЗЧ, только вернись. Вернись, я все прощу. А сейчас они голосуют, депутаты, что нет. С СЗЧ уже не вернешься просто так. Амнистии не будет, надо отвечать, сроки, дела, все как положено. И еще есть такой законопроект, по поводу которого будет собираться Майдан. 1.3.4.5.2. Смысл его заключается в чем? В том, что, суд лишен возможности за неповиновение военнослужащим, то есть нарушение приказа, скостить эту норму. То есть там 5-10 лет тюрьмы. Не выполнил приказ, все, 5-10 лет тюрьмы. И посыл очень понятен. Мы же тыл, мы не крысы, мы поддержим наших военных. Что это такое? Депутаты собираются это голосовать. И, в общем, всех зовут с картонками на Майдан. Дело хорошее, конечно, Майдан. Потому что против НАБУ выходили, против этих срока за невыполнение приказов сейчас попытаются выйти. Почему хорошее? Потому что наслаиваются там другие и лозунги, и требования, и все. Это всегда полезно для того, чтобы каким-то образом прийти в чувство Зеленскому и его команде. Однако тут же какой момент? Он же повыпускал 18-22-летних. Повыпускал. Военные разные. Говорят, ребята, а куда он их выпустил? Одни говорят, это выстрел в ногу, другие говорят, это вообще невозможно. Так что это такое? Он же надеется, что не будет, и некому будет собрать эти все Майданы. Но решение власти, чем дальше, тем хуже.
Когда говорят, что Зеленский, и ему вот нет альтернативы, он ничего не боится, у него там есть внешний фактор легитимности, и ему, в общем, плевать на украинцев, это, конечно, да, но только отчасти. Все равно украинцы могут влиять на Зеленского, не так ли? Конечно, на жизнь Порубия повлиял человек по имени Михаил. Есть всегда высшие силы, которые могут повлиять на каждого смертного, даже на такого бессмертного, как ему кажется, Владимира Зеленского, который ездит в бронированных автомобилях. У него, по-моему, самый многомашинный, как говорится, кортеж и самый большой конвой, он же охрана. Но все в этой жизни возможно. Вы понимаете, Александр, вот эти все люди, которые ходят в Верховную Зраду и там меняют законодательное поле для того, чтобы из Украины сделать железного дикобраза в прямом смысле этого слова, понимаете, полностью замкнуть людей под панцирем, понимаете, вот этого железа. То есть создают из него концлагерь. То есть все абсолютно слои населения сейчас находятся в концлагере. Старики не могут себе позволить на эту пенсию просто элементарно прожить, купить лекарства, вообще вести какой-то достойный образ жизни, потому что цены такие везде, что люди уже не знают, как выживать. Если у них нет каких-то дополнительных доходов или родственников, которые вообще о них заботятся, то они просто умирают от голода и от отчаяния, потому что они уже даже не верят в то, что свет в конце тоннеля для них забрежет в этой жизни. То есть они уже надеются на другой свет, понимаете? Детей, по большому счету, у них отобрали родной язык, нормальное образование, обучение. То есть им будут с детства промывать мозги. Это будет не учеба, а пропаганда. То есть дети просто зайдут в эту промывочную, и родители потеряют с ними духовную связь, как это произошло со Стрелком, Мстителем и его сыном. У людей половозрелых, которые могли бы создавать семьи, их разорвали, потому что у тех девочек, которые с картонками и с матами, понимаете, выходят на Майданы, то они только на картонке могут написать то слово из 3 букв, которое могло бы стать причиной рождения их детей. Потому что всех пацанов либо уже перемололи в этой мясорубке, и они молча лежат на кладбищах, и флаги трепещутся над их могилами. Либо вот они сейчас уезжают. То есть разорвали и эту связь. А у тех людей, которые еще способны что-то делать, они тоже разделены на группы. Одни терпилы, за которыми гоняются, а другие агрессоры, надзиратели, да, и полицаи, которые за ними гоняются. И только Владимир Зеленский летает в империях, в самолетике за государственные деньги. То есть вот все те налоги, которые еще как-то собираются с остатков роскоши этого народа, они идут на то, чтобы вот эти свиньи, которые в Верховной Зраде сидят, чтобы они принимали вот эти антинародные законы. То есть все абсолютно, куда ни плюнь, куда ни глянь, на что ни посмотри, это все заточено на уничтожение этого государства, этих людей, этой культуры, этой земли. О чем дальше можно говорить, Саша? Можно говорить, вот мы с вами, по большому счету, работаем в анатомичке. Ну вот если представить себе образ, да, то есть мы просто сидим и в белых халатах, понимаете, наблюдаем за уходом вот этого вот государства-мутанта из жизни. Потому что если ты хочешь все через силу, по принуждению, не по любви, не по взаимной договоренности, не по выгоде какой бы то ни было, не по дружбе, не каким-то еще другим оптимистическим каким-то мотивам, а через силу, по принуждению. Ты хочешь, чтобы другие делали все, чтобы тебе было хорошо, но ты не делишься ни с кем, ничем вообще. Потому что тебе плевать на этих других, потому что мы попали в состояние неорабства. Вот славяне, слейв, рабы, понимаете? Зеленский считает, что вот то рабы, они должны умирать, неважно, как они там живут, под предлогом того, что я их президент, я буду нарабатывать свои
фишки в этом мировом казино и скупать недвижимость по миру. Он себе на старость зарабатывает. Ему плевать на этих людей. Ему было плевать, когда он выходил на сцену, перед ними плясал. Главное, чтобы они пришли и свои деньги принесли и за билеты заплатили. А сейчас ему плевать, что они безмолвно лежат в этих могилах, потому что он и тогда их ненавидел, и сейчас. Потому что это человек, который ненавидит людей. Только когда ты их ненавидишь просто как сам факт существования, ты ведешь вот такую политику и делаешь вид, что ты ничего не замечаешь, и ты ничего не сможешь с этим сделать. Нет другой причины. Но эти придурки, так как они давно охвачены стокгольмским синдромом, не верят себе, а верят телевизору, они по-прежнему хлопают ему и думают, что он делает что-то для них хорошо. Ну, Саша, что мы можем сказать? Пусть идут на Майдан. Опять же, пойдут вот эти девахи из Києво-Могилянської академії, оці дурні тупі курки, понаписують там всяку херню, Притула їм скаже, отут на Х, тут на Ж пиши, а тут на П пиши слово. Знаєш, із 5 букв, із 3 букв і там із 4 букв. Много не надо, в принципі. І вони будуть радіти, фотографуватися, потім викладати свої, значить, фотографії з цими матами, вообще такими, как это, махровыми, и будут создавать себе контент. А толку от этого никакого. Это очередная массовка. Подождите, Это массовка, не-не-не, Саша. смотрите. Я не хочу, чтобы мы потеряли, а вот вы вот сюда заходя, вот вы это теряете. Потеряли вот этот дух молодежный, протестный, которого боится Зеленский. Да ну нахер, Саша, вообще молодежь должна тратить свою жизнь для того, чтобы пугать Зеленского. Пугать Зеленского должны серьезные политики, которые сбежали с территории Украины, сидят в России и непонятно тоже чем занимаются, вместо того, чтобы спасать свою страну. Нужно его пугать серьезными вещами, а не вот этими детьми. Он их не боится вообще. Я думаю, что больше всего он и радуется тому, что максимум протеста, который он может получить, это вот эти дурочки, девочки из Киева-Могилянки, которые все под карандашом, списки вообще всех тех, кто получил свои 50 долларов, понимаете, за этот протест. Это все оплаченные протесты, и это все игрища. Это ничего страшного не создает для Зеленского. Если это самая главная угроза в его жизни, так он будет вечным президентом. Не надо этот дух в них, знаешь, как это, распалять в них бескрылые желания называются. Потому что они должны свои жизни и свою энергию, свой потенциал, что является самым главным нашим преимуществом, когда мы молоды, они должны тратить на другие вещи. Они должны мечтать, они должны любить, они должны строить семью, рожать детей, кормить их грудью, ходить по парку безопасному, строить какие-то планы, работать вообще, реализовывать свои какие-то творческие планы. А они как дуры конченые, стоят с этими картонками, где только Х, П и Ж. Это нормально? Когда Зеленский говорит в своем этом фильме про себя любимого для BBC, что я был 18-летним, я мечтал о свободе, так глазоньки закатывает свои наркоманские. Он мечтал о свободе, и он получил свободу в постсоветском обществе, потому что заложили основы этой свободы советские люди. И эта сука получила все, чего, собственно, он даже не мог об этом мечтать. А сейчас он 18-летним в спину отправляет эти самые разряды из автомата. Это он построил. Он является лицом этого концлагеря. То есть 18-летние дети Украины сейчас не могут мечтать о свободе. Они не могут даже мечтать о том, что они могут как-то двигаться спокойно по улицам своего города, выйти в безопасность своей квартиры, поехать куда-нибудь за границу, попытать счастья, реализовать свои потенциалы. Они даже не могут быть уверены, что сегодня у них, например, там есть какая-то деятельность в Телеграме дистанцированная, а какой-то мудак, извините за добром слове, Порошенко, гнида эта отвратительная, которая все это начала, он говорит:
Не треба нам тепер телеграму, давайте його заборонимо. Понимаете, Саша? И О какой свободе? подписывайтесь на мой телеграм, сразу говорит. Подписывайтесь. Там без Да, цензуры. понимаете? Давайте мы его закроем, но вот ссылка, вот мой телеграм. Давайте. Это страшно. То, что происходит, страшно. Страшно именно, потому что вот вы правильно сказали, это безумие. Но только не этот отец, который стрелял в Парубия, обезумел. А вся система обезумела, потому что возглавляет ее безумец, и он подтянул таких же безумцев, воров, бандитов, наркоманов, извращенцев, которые управляют страной, исходя из своего безумного сознания. Так а почему не получается, ну, чтобы это были нормальные люди? Ведь давайте так, ну, оценим и прикинем. Все, конечно, познается в сравнении. Я по поводу элит, да, то есть тех, кого там выбирают. Понятное дело, там, да, бандиты зашли во власть. Такие точно, бандюки. Они просто надели костюмы Бриони, наколядовали денег, распилили там тоже, и вот стали там политиками, условно говоря, да. Эти же бандиты, они же, ну, родили вот этих детей, вот следующих, да, и вот это все получается такой, ну, как то мушки дрозофилы, да, вот, как это, яблоньки от осинки не родятся, понимаете, то есть мы же тоже, давайте попытаемся в динамике, как тогда сделать так, чтобы пришли нормальные люди в управление страны? Как? Только получается через кровь, репрессии и ужас. И ужас, который сейчас испытывает Украина. Поэтому вот понятно, что это государство-мутант, дикобраз, который там, ну, он умрет, ну, чего-то родится же на этом месте, и может не совсем плохое. Я вот пытаюсь как-то этот кошмар и нашей с вами беседы, пессимизм, да, обратить в оптимизм хоть какой-то. Ну, то есть мы переживаем сейчас на самом деле очень тяжелые, как народ, как граждане, времена. Ну, может, это нужно для того, чтобы там очиститься в конце концов? Конечно. Конечно. В конечном итоге все будет хорошо. Но не сразу и не для всех. Вы понимаете, вот просто если вот философские, скажем так, вводить понятия, да, даже вот то, что сказал, например, тот же Дуров, да, вот давайте рассмотрим, хорошо, давайте не будем трогать там, например, этого Михаила с его семьей и с его мотивами, почему он предпринял подобного рода шаги. Давайте рассмотрим, например, того же Дурова, да, который образованный мальчик, получивший все, точно так же, как и Зеленский, от продуктов распада огромной системы и империи. То есть у него папа был серьезный ученый, соответственно, все свои потенциалы, возможности он вложил в своего сына, неважно где. Он это делал бы, например, всегда только на территории постсоветского пространства, или они уехали там за границу, и у него появилась возможность там получить новые навыки и компетенции, да, потому что он свободно говорит там на любом языке, и у него возникает мнимое ощущение, что он, ну, как бы человек мира. И он верит в это до поры до времени, пока этот мир, так называемый цивилизованный, в лице Макрона, ставленника Ротшильдов, который дает ему понять, что ты, если подумал, что ты такой же, как и мы, а не славянский раб, который никогда не будет сидеть за нашим королевским столом на равных, потому что вы славянские рабы. Какие бы вы ни были умные, какие бы вы ни были успешные, вы все равно должны все результаты своего успеха принести в зубах и положить нам, как говорится, на блюдечке с голубой каемочкой. Вот эта ситуация, которая произошла с Дуровым, она серьезно промыла ему, как говорится, его, скажем так, засоренный мозг. Потому что люди, которые концентрированы на каких-то технических моментах, на достижении каких-то результатов, а он человек, который очень много вложил сил, энергии, времени, и честь ему и хвала для того, чтобы создать как бы вот этот бизнес и вообще вот этот вот, как бы алгоритм, то, чего раньше не было. Но обычно эти люди, они, знаете, такие социальные аутисты. Они на очень многие вещи не обращают внимания. И когда его мордой в грязь вот так вот опустили и сказали, что ты раб,
Ты раб, ты будешь тут сидеть, вот тут вот на привязи. Мы в любой момент можем тебе набросить на шею этот ошейник, и мы тебя поставим раком. У него вдруг открылись глаза. И благодаря вот таким людям, как Дуров, и тому поколению людей, которые ему верят, не за Зеленским чертом конченым идут, который скакал как придурок и занимался телевизионным киллерством. Он давно киллер. Только раньше он был в смысловых конструкциях киллер, потому что он дискредитировал, оскорблял, обливал грязью власть, он хохотал, смеялся, он устраивал провокации за деньги, которые ему платил Коломойский, потому что за ним всегда стоял олигарх, который решал посредством вот этих вот апартов, то есть через его род он решал свои финансовые и политические вопросы. Когда молодежь вот такая, которая, как Дуров, думает более масштабно и пытается понять, как работают эти механизмы, сформируется и научится тоже консолидироваться, вот тогда придут другие люди, другие времена и будут другие методы решения вопросов, а не безмозглі дури із Києва-Могилянки, які приїхали десь з полонене, отам вони сиділи під коровами і дуже мріяли опинитися десь у Києві. І вони тепер зробили собі зачіски, отакі в них когті на руках, і вони тепер городські. Тому в них слова «хе» і «же» і «пе» на картонці, картонки маємо, що робити знаємо. Это же рагулье тупорылое. Просто они выглядят свежо, молодо, но то, что у них нет мозга, и любые притулы и стерненки их поведут на убой, это очевидно. Вот пока не придут умные ребята, и пока они не начнут менять эту ситуацию, ну ничего хорошего мы не увидим. Но, судя по тому, что жернова времени мелят медленно, но, как мы знаем, солнце всегда встает после того, как оно ушло в закат. И после темной ночи, и вот этих ужасов, когда все эти демоны, черти, бесы вылазят вообще из преисподней и пожирают живых людей поедом, разлагают все то, что, как говорится, плохо лежит или что не охраняется, наступает энергия Востока. Вот то, что мы увидели в Китае, я не устану повторять, это и есть энергия Восхода и Востока. Объединение людей на почве какой-то идеи, стремление к миру, благоденствию и решение вопросов другими методами. Не такими, как это делали из века в век вот эти вот вампиры, о которых, собственно, и сказал Путин. Бал вампиров заканчивается, когда они рвали плоть живую и набивали свои брюха. Он правду говорит. То, что он знает, он чувствует, он более осведомленный, скажем так, представитель человеческой расы, который знает, что будет и что грядет. Поэтому нам только лишь остается оставаться людьми, выжить и при этом не потерять себя, потому что выжить можно, ну, по-разному. Можно выжить, понимаете, став на колени и целуя башмаки своих белых так называемых господ. Что, собственно, и делает Зеленский, что делает Порошенко, Тимошенко. Они все время смотрят в эту сторону. Они все время перед ними присмыкаются, лизоблюдствуют, понимаете, ждут крохи с какого-то этого барского стола. Но при этом, когда они получают эти крохи, они сдают оптом и в розницу кровь своего народа. Это предатели по своей сути. И они никогда не будут другими. Они уже такими были, есть. И, в принципе, их нужно сносить просто к чертям собачьим. Они все должны уйти на свалку истории. У них нет будущего. И с ними у народа тоже нет будущего. И когда придут другие люди, другие смыслы и другие энергии, а они уже грядут, то, в принципе, мы с вами будем постепенно, медленно, но наблюдать изменения. Хотя, в принципе, мы их уже видим, Саша. Хороший. Вот вы знаете... Вот все равно, смотрите, надежда все равно есть. Конечно. Надежда же, вы знаете, умирает последней. Это такая косвенная история. То есть в Киеве распечатали билборды, ну, там какой-то депутат-стоматолог, короче, с собой и надпись «Сделаем зубы, как у Януковича». Понятно, что это хайп, понятно, что это какой-то, да, вот это... Но, внимание,
человек, он всегда балансирует между, ну вот, прошлым, это его опыт, это то, что за плечами, и будущим, которое он себе строит и вот к чему-то стремится, какой-то свой личный жизненный проект. То, что это отозвалось у этого депутата-стоматолога, вот так. Никак по-другому, а вот так, что он заплатил деньги, распечатали этот билборд. Это означает, что все равно, то есть мы не можем без проекта будущего, опираясь на то, что было там до. Ведь даже вот это ну, там, проявление того, понятно, что там дело не в Януковиче, дело во времени, которое люди вспомнили, когда увидели его там эти зубы, его там какое-то обращение, все равно там ЕС, НАТО, что он там говорил. Люди вспомнили. Вот он жив, он на экране, настоящий, то есть не дипфейк, и это повод вспомнить, а какой же ты путь прошел. Потому что задача вот этой своры политиков, я вот у себя делился в телеграм-канале, это что-то. Да, я видела. Сейчас Я видела. гуляет по сети, ну, это понятно, порошенковцы, ну, там, медийка Порошенко. И они вот делают нарезку под крутую музыку с классными мемами, вот это все. Мол, какой может быть политика? И нарезка времен с 14 года по 19 разных там Климкины, Гройсманы, вот это все. То есть Порошенко там смотрит вдаль, там Порубий тут, в общем. А ты смотришь, и становится смешно. Потому что время-то идет, и им нужно, чтобы с них началась история, чтобы по ним ностальгировали. А людям есть что помнить и раньше. И смотреть, конечно, в будущее. Ну, вы знаете, Саша, это было прекрасное видео. Я, кстати, вчера его на ночь посмотрела, и тоже у меня поднялось настроение. У вас на канале оно прекрасно, действительно. Вы понимаете, тот, кто пытается переписывать историю, в конечном итоге он и себя стирает из этой истории. Потому что время, оно течет и живет по своим собственным законам. И многомиллионная, скажем так, народная масса, она в любом случае где-то в каких-то уголках своего сознания сохраняет вот эту искорку надежды. А как известно, как говорил товарищ Владимир Ильич Ленин, из искры возгорится пламя, из капли разольется море. Если хоть один источник останется, понимаете, который по капельке будет выдавать, как говорится, вот эту чистую воду правды, не бояться, прорываться через эту каменную глыбу, потому что людей просто вот цементируют, понимаете, заливают их этой массой, понимаете, вот этой могильной плитой их накрывают, чтобы они боялись, не могли разогнуться, и чтобы они голову не поднимали. Но постепенно прокапывает, прорастает, и потом это все объединяется в единые потоки, это все снесет этого черта. И самое главное, вы понимаете, люди просто не могут всегда различать признаки времени. Вот когда, например, были в силе демократы, да, Байден этот маразматик. Вот сейчас мы вспоминаем это время. Тоже можно было бы прекрасную нарезку сделать. Какая прекрасная, мощная была Америка, и как вообще все стояли перед ней на коленях и боялись вообще лишнее слово сказать. И теперь, спустя время, когда открылись все эти истории про USAID, про государственный переворот, про то, что это не рука Кремля, нарратив Кремля и туфля Кремля, что это был государственный переворот, а это уже официальные подтвержденные факты, что, в принципе, они миллиарды потратили с Викторией Нуланд во главе для того, чтобы создать вот это все на Украине. И что они Украину просто сделали своей колонией, понимаете, холопами, которые, в принципе, служили белым господам. И вот сейчас, когда пришел Трамп, и как хорошо ли это, плохо ли, можно это судить сегодня с позиции сегодняшнего дня, мы уже забыли о том, что приход Трампа, он колоссально изменил вообще ситуацию, переставил ее просто с ног на голову. И даже при всем при том, что Трамп там доволен Путиным, недоволен, доволен этой коалицией, недоволен, принимает Зеленского, не принимает. Но вообще совершенно другая как бы информационная волна идет. И рано или поздно она приведет к тому, что люди,
поймут, что мы все взаимосвязаны. Немцы, французы, венгры, болгары, поляки, украинцы, славяне. И вот это вот большое, огромное информационное поле нам дает почву для этих размышлений. Потому что вот эти недавние откровения бывшего президента Польши Дуды, который сказал, что Зеленский таки ему звонил и хотел вовлечь поляков в эту войну. И что, видимо, перед ним стояла такая задача. Скорее всего, он не по своей собственной инициативе это придумал. То есть вот это все всплывает. И Юрий Сейт, и Виктория Нуланд, и Зеленский, и его звонки, и вот эти все факты, они так или иначе изменяют вообще общее положение и понимание человека в этом мире, что ты не один сам в себе, в своем теле, сидишь в своем домике и боишься вообще голову поднять, а что есть процессы, которые тоже происходят в мире, и есть люди, которые твои единомышленники. Те же Такер Карлсон, Джимми Дор, там люди, которые противостоят вот этим демократическим больным системам, которые они наладили везде. Они пытаются это изменить. Они поднимают дух человечества, не просто там своего народа, а они просто во всех народах поднимают тех людей на гора и подтягивают их, как Дуров, как кто-то еще. Потому что вот эти вот обстоятельства, ограничения, вот эти все несправедливые там лишения, решения. Вот, например, вас, Саша, вы были один до того, как на вас санкции наложили, а когда на вас санкции наложили, у вас совсем по-другому поменялись мозги. Не Я сказал бы. думаю, Нет, не ну, сказал я бы. не знаю, я уверена, что когда ты проходишь через какие-то препятствия и испытания, и тебе удается их преодолеть, у тебя совершенно другое ощущение даже внутреннее себя. Тебе совсем по-другому хочется говорить с миром, и ты уже не оглядываешься на то, что «а что мне будет, если я вот это вот скажу?». А я это говорю, потому что я так считаю, потому что я считаю это истиной и правдой, и я ищу тех людей, которые услышат меня и поддержат этот поток. Поэтому, в принципе, я уверена, что, знаете, прекрасная была вот эта фраза, она уже стала крылатой у нашей Лины Костенко, что «кожен финиш, то по сути старт». И, Да. безусловно, он пройдет вот этот вот период тьмы, и начнется возрождение. Просто другой вопрос. Все те люди, которые склонили головы и приспособились к этой тьме, сами себе выкололи глаза, сами себе вывернули мозг, сами перестали верить в себе, в свое прошлое, плюнули в могилы своих предков. Что будут делать они в Ничего, этом новом возьмут, мире? возьмут тряпки и будут вытирать могилы. Ну, одумаются. Все это, понимаете, как бы это же э, главное обстоятельство изменится, и все, собственно, придет в норму. Я все равно не считаю украинцев, что это все уже там все украинцы, которые... Нет, я наоборот считаю, что э, изменить одно обстоятельство, и все вернется в норму, на круги своя. Потому что, понимаете, в чем дело? Нам за вот этим всем незламностью и потужностью забыли напомнить, что украинцы это трудолюбивый, талантливый, очень ну, там, энергетически мощный, честный, да, с хитринкой своей, но вот по большому счету ну, такой народ, да, то есть нам Хотел забыли, сказать справедливый, но не сказал, Саша, да? ну, это С просто языка не сорвалось. испоганил Зеленский это справедливый мир, справедливость. Да, справедливая. То есть, ну, это, понимаете, нам забывают рассказать, кто мы. Чтоб, не дай бог, мы это не услышали, не вспомнили, не поверили, и тогда с этих позиций новых, да, ну, забытых, но к которым вернуться, мы так посмотрели наверх, и немножко по-другому не посмотрели на тех, кто как бы во главе пищевой цепочки. Поэтому украинцы хорошие люди и очень хороший народ. Просто забыли немножко об этом. Вот такое резюме нашего сегодняшнего эфира. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо, Александр. Надеюсь, вашими устами, да Богу прямо в уши эти истины попадут. Но помните, дорогие друзья, я добавлю, что украинцы не просто сами по себе оторванные от жизни украинцы. Славяне мы, славяне,
те, которые слейв, рабы, и которых хотят опять загнать в эти рабские оковы. И если люди хотят быть свободными на самом деле, то свобода одного не может быть за счет свободы другого. Нужно быть свободными всем вместе. И украинство, оно как раз и есть диагноз, когда люди друг друга перестают слышать и хотят пробираться по одному. Можно гуртом тільки батька бити, а не по одному. Вот такая вот моя, я думаю, финальная фраза. Я должна была ее сказать, потому что мы в любом случае победим. Да, друзья, всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Напишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Подпишитесь на Снежану Егорову, подпишитесь на мои соцсети и здесь в YouTube тоже. Добра и света. Увидимся.